Хочешь, я загадаю тебе загадку? Но я ее все равно загадаю. Слушай. Блогер-урбанист, ставший известным в ЖЖ, а затем переехавший на YouTube. Не любит коммунистов и Советский Союз. Гонит дичь, не используя пруфы. Нет, мой друг. Это не Илья Варламов. Это Максим, мать его, Кац. Это видео называется «10 вещей из СССР, которых не было в США». И про это мы еще обязательно поговорим. Но начнем издалека. Есть такой блогер Максим Кац. Многим может показаться удивительным, но о том, кто такой Кац, я узнал еще лет 9 назад. Не то чтобы это была шибко полезная информация, но мне с ней, как говорится, жить. Максим действительно с давних пор кореш нашего любимого горя-урбаниста Ильи Варламова. Вместе с ним организовывал фонд «Городские проекты», был муниципальным депутатом от партии «Яблоко», а с недавних пор активно ведет YouTube-канал, где несет примерно ту же блажь, что его более известный друг. Причем Максим, видимо, мнит себя экспертом во всем, от урбанистики до политологии, от экономики до истории и даже психологии. Может быть, Максим Кац, он просто, типа, Аристотель наших дней и является экспертом вот прям во всех областях. Маленький спойлер – нет. И мне, как вы понимаете, обиднее всего за историю. Не имеющий исторического образования и не занимающийся историей профессионально, Максим Кац, тем не менее, рассуждает в немалой степени на исторические темы. Например, чего не было в СССР, как дорого было жить в СССР, почему СССР развалился, почему Егор Гайдар красавчик и так далее. Ну а фиг ли история, это ж вам не ядерная физика, тут каждый Варламов чувствует себя экспертом. Ну а если так, то Максим Кац лихо пополняет ряды порицателей давно разрушенного Советского Союза и выведением на чистую воду вот этих вот недобитых коммунистов. Кац предлагает сдаться. Видео у Максима выходят каждый день, и это уже прекрасно характеризует автора и глубину его исследований. Не являясь профессионалом в освещаемых вопросах, он набрасывает истории, одна офигительней другой, без каких-либо серьезных подтверждений и пруфов. Ладно, и так сойдет. Ведь пруфы для совков, вера для пацанов. К слову о пруфах и совках. Блогеры-марксисты уже неплохо так шатают Максимкин контент. Олег Камолов выпустил экономический ответ на тему рыночной плановой экономики и дефицита. Василий Садонин разобрал, было ли так дорого жить в СССР. Все ссылки вы найдете, кстати говоря, в описании. Ну а я возьмусь за шедевр Каца про 10 вещей, которых не было в СССР. Причем мне не просто хотелось бы дать ответ, сделать разбор, этому я посвящу только первую часть ролика, но и поговорить о действительно крутых вещах, которые были в СССР, но которых не было вообще или не было долгое время в главной капиталистической державе США. Это будет уже во второй части ролика. Что ж, приступим? Знаете, меня очень позабавило, что даже в подводке, сразу после набившего оскомину штампа про советское мороженое, господин Кац осознанно или неосознанно копирует своего дружка Варламова и его аргументы о любителях социализма. Мороженое столько там копеек стоит, вот о чем все мечтают. Типа многие думают, что там было невероятно хорошо. Вкусное мороженое там и всякое такое. И я могу еще понять взрослых людей, которые сегодня искренне по Советскому Союзу ностальгируют. 30-40 лет назад они были молодые, счастливые, у них была беззаботная жизнь, все у них было хорошо, все было понятно, просто. Сегодня же они старые, больные, у них куча проблем. Да, их лучшее время осталось там, в советском прошлом. Людям свойственно ностальгировать по прошлому не потому, что оно было объективно беззаботным и прекрасным, а потому что оно происходило в самую замечательную пору жизни.
Прошло у человека социалистическое дефицитное детство, потом социалистическая дефицитная юность, молодость. Второй жизни уже не будет. И поэтому к закату жизни с небольшой пенсией и без всей обеспеченной социалистической старости, где старикам везде почет, человек, разумеется, ностальгирует по временам, когда энергии было много, организм был в порядке, человек был молод, надежд было много. Поскольку, опять же, второй жизни и молодости не будет, ностальгируют потому, что было тогда. Конечно же, люди, не поливающие говном Советский Союз, как ты, Максим, это в основном люди, выросшие в СССР и ностальгирующие по нему. Но прикол в том, что большинство известных левых блогеров младше тебя, Максим. Даже если говорить о людях, которые, чуть-чуть старше, то у тех же Константина Семина или Егора Иванова только детство прошло в Советском Союзе. Да и то пришлось на годы его заката и агонии, а юность уже на благостные 90-е. Подавляющее большинство лично моей аудитории — это люди до 35 лет. Не кажется ли тебе, Максим, что проблема не в старперах, вспоминающих молодость, а в уродстве нынешней капиталистической системы, которая толкает все большее количество нынешней молодежи к социалистической альтернативе и изучению советского опыта? Первый наш пункт – свобода заграничных путешествий. В некоронавирусное время мы с вами можем просто купить билеты и полететь куда хотим. Если у нас есть возможности и средства, получение загранпаспорта – это лишь вопрос формальности. Да, только надо было продолжить и сказать, что теперь возможность появилась, но денег-то нет. В 2014 году, через 23 года после крушения Союза, Левада-центр опубликовал исследование, согласно которому большинство россиян никогда не были за границей. Загранпаспорта имелись только у 28% граждан. Да, это явно больше, чем в СССР, но опять же, капитализм не поменял ситуацию принципиально, а сделал ее, кстати говоря, более досадной. Ехать можно, но хрен ты уедешь. Например, я был за границей, если не считать посещение Крыма до присоединения его к России, всего один раз в прошлом году в Греции. И каждый день я ловил себя на мысли о том, как хорошо, что я живу, хотя бы в России. До кучи нужно отметить, что было жесткое блоковое противостояние двух систем. Был масштабный шпионаж и прочие прелести жизни. Поэтому, например, и люди из капиталистического блока тоже не особо ездили в соцстраны. Так почему бы эту претензию не адресовать, например, противникам СССР? Впрочем, это не самое страшное, потому что в совке не было свежих овощей и фруктов. И тут я ждал каких-то подтверждающих документов, ссылок, статистики, но все тщетно. Во-первых, это забавно слышать, поскольку до конца 50-х годов большая часть населения СССР проживала в деревнях и априори имела свежие сельхозпродукты. Да и позже немало людей или их родственников оставались жить в сельской местности. Во-вторых, как Максим Кац измерил свежесть или несвежесть фруктов в СССР? Из каких источников взял данную информацию? Провел ли сравнительный анализ качества, количества и доступности свежих фруктов в СССР и странах Запада? Конечно, Максим этого ничего не сделал. Вместо этого он подтвердил свой тезис с помощью салата оливье. Это очень хорошо, кстати, заметно в советских рецептах салатов. Много ли там свежих продуктов? В их основе консервы, картофель, яйца и майонез. Чё, серьезно? Это, я считаю, вообще какой-то новый уровень доказательной базы. Скажите, кто те дебилы, которым такой уровень аргументации заходит? А мы тем временем залезем в статистику и увидим, что в СССР с 1960 по 1986 годы объем импорта свежих фруктов и ягод вырос с 335 тысяч тонн в год до 1269 тысяч тонн в год, то есть примерно в 4 раза. И это было связано как с развитием самой торговли, так и с совершенствованием методов хранения и транспортировки скоро портящихся продуктов
продуктов через полмира в северную страну. Например, с развитием авиационных грузоперевозок, которые с 1960 по 1985 годы выросли в СССР в 6 раз. Как вы понимаете, производство холодильных камер тоже за 25 лет ширилось и развивалось. Я понимаю, что цифры и пруфы — это для совков, но все же оставлю их в описании. А то в противном случае я тоже мог бы наболтать офигительных историй. Ты знаешь, я часто захожу в магазин «Магнит», а там нет свежих овощей и фруктов. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что при капитализме нет свежих овощей и фруктов. Он загнивает. И далее Кац продолжает в том же духе и даже круче. Зачастую он сожалеет об отсутствии таких явлений, за которые СССР не ругать, а хвалить надо. Например, в СССР не было фастфуда, а были только столовые. Вот беда. То, что фастфуд попросту не вписался бы в советские ГОСТы по стандартам качества, это уже остается за скобками. Далее. В СССР не было рекламы, которая не восхваляла бы достижения отечественной промышленности, а продвигала бы товары. Сейчас, чтобы хоть как-то укрыться от рекламы, люди ставят всякий там адблок, платят деньги за премиум аккаунты на Ютубе, а в СССР действительно не было агрессивного навязывания потребительских интересов, не было установок навязать людям потребность купить, при этом купить максимально дорого, то, что им, по правде говоря, не шибко-то нужно. Хотя тезис Каца о том, что рекламы, продвигающей товары, вот уж прям совсем не было, и не было конкуренции между разными товарами разных заводов, это очевидная ложь. Чем тогда считать вот это или вот это? А вот, например, вполне себе направленная на повышение спроса реклама «Запорожца» начала 70-х годов. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Даже мне захотелось купить «Запорожец». Ну а фиг с ним, с «Запорожцем», ведь в СССР также не было супермаркетов. Ну, не было и не было. Были универмаги, о которых, кстати говоря, Кац тот же говорит. Хотя я соглашусь, что именно как элемент распределения супермаркеты весьма удобны, и при будущем социалистическом строительстве никто закрывать их не будет. Кац сокрушается, что не было джинсов, словно это тоже какая-то сверхнеобходимая и незаменимая вещь. Ведь дело не в том, что джинсы — это нечто великолепное, дело в моде. Плюс джинсы не попадали под те же самые советские ГОСТы, поскольку чисто технически приравнивались к некачественному товару. Быстро выцветали, протирались, легко рвались. То, что по уму казалось изъянами по стандартам качества, наоборот, привлекало публику. И это один из тех случаев, когда впору сказать «любит наш народ всякое говно». А советская производственная система долго не могла понять, что понятия модности и качества далеко не всегда коррелируют друг с другом. И джинсы тому пример. Далее оказывается, что был дефицит еще и колготок. И тут же выясняется, что колготки поставлялись из Чехословакии, из советской Чехословакии. Так что, может быть, дело не в советской плановой экономике как таковой, а в недоработках конкретно наших органов планирования и развития производства. Также оказывается, что в СССР до 1991 года не было детских подгузников, а в США их производили аж с 1961 года. Если взять в расчет, что не везде по Европе подгузники распространились по щелчку пальцев, на это ушли все-таки годы, то окажется, что Советский Союз не шибко-то и отстал от многих передовых стран в этом деле. Тем более для детей у нас хватало других ништячков, о которых мы еще скажем далее. От подгузников к алкашечке в СССР, оказывается, еще и не было хорошего алкоголя. Да, только вот почему-то Артемовский завод игристых вин, открытый в 1950 году, обвешан призами международного уровня и до сих пор поставляет продукцию от Канады до Таиланда. Продукцию Абрау Дюрсо еще в 70-е годы поставляли в Европу и США. Кстати, у последних дистрибьютором была компания PepsiCo, что уже как бы
намекает на уровень. С 1971 года та же PepsiCo начинает массово завозить столичную водку в США, и до сих пор Russian водка вполне котируется на международном уровне. Но главное шляпнуть что-то забористое, факты пускай и совки проверяют. Ну а уж утверждение Каца о том, что в СССР вот все прям бухали, что есть моча, тоже не подтверждается статистикой. Из графика мы можем увидеть, что даже в сытые и стабильные нулевые годы в России потребление алкоголя на душу населения даже превышало пиковые показатели советских времен. До кучи Кац тиражирует довольно распространенный миф о том, что в СССР не праздновали День Победы. Этот вопрос, к слову, неплохо был разобран на канале Таганай. Продолжали праздновать с размахом и в 1946 и в 1947 году, о чем свидетельствует передовица газет. А вот перед 1948 годом случилось страшное и непонятное. Вышел указ, объявляющий праздник 9 мая рабочим днем. Выходной снова возвращали на 1 января. За год до этого, кстати, был отменен и выходной 3 сентября. Но тут я бы предложил начать с внимательного изучения формулировок. Мне одному видны слова считать 9 мая праздник Победы над Германией рабочим днем. Тут ничего не сказано об отмене праздника, о переименовании его в День памяти и скорби, о запрете гуляний и празднований. Просто убрали выходной, вернув его на 1 января, что, согласимся, отчасти и понятно. О причинах поговорим чуть позже, а пока посмотрим, что же стало с 9 мая после 1947 года. Удивительно, но этот день официально продолжали считать праздником. В газетах на первой полосе печатались поздравления. В Москве и городах-героев давали праздничные салюты. Проводились торжественные мероприятия и народные гуляния. Вот подборка газет с 1947 по 1965 год. И мы видим, что нигде нет ни слова про отмену праздника или изменение его наполнения. День Победы всегда был торжественным праздничным днем. Просто в период с 1947 по 1965 он не был выходным. Но все равно это был официальный праздник. Его отмечали, и нигде нет, заметьте, ни слова про траур, покаяние и примирение. Вы что, наркоманы проклятые, несете? То Варламов там заявляет, что в СССР там всех инвалидов войны репрессировали, то этот чудик заявляет, что Дня Победы в СССР не было. Что вы дальше объявите, уважаемые? Да вы не лучше, чем РНТВ сраный какой-нибудь. Ладно, надо успокоиться, ссылка на полный ролик по теме будет в описании, а мы движемся к последнему тезису Каца. В СССР отсутствовала свобода предпринимательства, свобода выбора профессии и выбора места жительства. Если Максиму Кацу отрезать голову, то она еще 2 недели будет рассказывать про свободу предпринимательства. 95% россиян никогда не были и никогда не будут предпринимателями. А еще несколько процентов из тех, кто все же будут, разорятся во время очередного кризиса. И то есть ты думаешь, что сможешь разжечь в их сердцах сожаление об отсутствии предпринимательства в СССР? К слову о том, так ли необходимо предпринимательство и частная собственность на средства производства в экономике, мы говорили в одном из выпусков вместе с Олегом Камоловым и Даниилом Григорьевым. Ссылку ищите на экране и в описании. Ну, а по поводу свободы выбора профессии, это вообще дичь. Потому что советские ребята и девушки поступали в какие хотели техникумы, вузы и так далее. И если нельзя было открывать свой бизнес, то что, все, капец, нет свободы выбора профессии? Ну так сейчас тогда ее тоже нет. Нельзя, например, быть проституткой или открывать казино вне игровых зон. Даже наемником быть нельзя. Я знал одного человека. Он с детства мечтал торговать людьми. Но советская власть не разрешала ему это сделать. Никакой свободы выбора профессии. А уж что касается свободы выбора места жительства в СССР, то сейчас, например, тоже сохраняется ряд профессий, ну, типа военных, которых могут послать куда угодно. В остальном же люди как работали и жили где хотели, так и работают и живут где хотят. И в результате этот изи-контент Максима Каца либо опровергается данными и статистикой, либо оказывается как минимум весьма спорным. Ну, хотя с Варламовым поведешься, там еще и не такое снимать будешь. Но мы сейчас переходим ко второй части нашего ролика.
о 10 вещах, которые были в СССР, но которых либо не было в США, либо они там появились значительно позже или ненадолгое время. Я знаю, что сейчас начнутся ерничания в духе «ха-ха-ха, в США не было репрессий и голода». А вот и нет, репрессии были, оставлю в описании ссылки на материал в 3 частях. И голод тоже был, как минимум во времена Великой депрессии. Мы же поговорим о другом. Не о какой-нибудь военной или тяжелой промышленности, где у СССР была куча уникальных ништяков. Давайте поговорим о вещах более близких к народу, к его повседневной жизни. И первая такая вещь, которая была в СССР, но которой не было в США, это, конечно, Максим Кац. Но поскольку это явно не повод для гордости, то предлагаю этот пункт обнулить. Пункт 1. Бесплатное высшее образование в СССР. Да, можно отметить, что так было не на всем протяжении существования Советского Союза. Например, при Сталине в большинстве случаев высшее образование было платным. Бесплатными были только, например, училища для офицеров и вузы для тех, кто закончил школу фабрично-заводского обучения и ремесленные училища. Но оно и понятно. Страна развивалась не в один момент. Хотя на протяжении всего существования СССР на образование расходовались гигантские средства от 11 до почти 14% от бюджета. Тем не менее, до поры до времени не было ни достаточных ресурсов, ни достаточного количества кадров преподавателей, ни повышенного спроса, ни огромной нужды в массовом высшем образовании. Но в 50-е и 60-е годы все меняется, и высшее образование становится бесплатным, чего не было и нет в СССР. Можно, конечно, говорить о том, что студентов потом распределяли по рабочим местам, могли услать черт знает куда. Но, во-первых, никто не оставался без работы, и выпускники всегда были пристроены по специальности, чего нет сейчас. Во-вторых, молодого специалиста нельзя было уволить. Это законодательно запрещалось. И в-третьих, можно было взять направление из учреждения, которое тебе было по душе, и работать потом там. Да и вообще не надо думать, что прям всех выпускников посылали за 3-9 земель. Большинство оставалось в своих же населенных пунктах. Вот многие помнят роман ныне покойного Лимонова «Это я, Эдичка» по сцене с негром. Но вообще-то там есть масса всего и поинтереснее. Например, описание случая, когда главный герой приходит на курсы изучения английского языка и беседует там с мигрантами из других стран. Приведу ее не как доказательство, а просто как замечательную иллюстрацию. Тогда я включился и сказал, что в СССР, откуда я приехал, высшее образование бесплатное и любое другое образование тоже. Такого эффекта я не ожидал. Они были потрясены. Бесплатно. Хорошо еще, что они не спросили меня, зачем же я уехал из такой прекрасной страны. Миссис Сирота смущенно улыбалась. Может, ей было неудобно за свою богатую жирную страну, где ты можешь получать уровень образования в зависимости от того, сколько у тебя денег. Много, очень много. Оканчивай Принстон. Не очень много, уезжай учиться в Канаду, там дешевле. Совсем нет, ходи не ученый, или, может быть, тебе удастся получить стипендию. Я поехидничал немного, слушая их оживленную дискуссию по-испански, поехидничал над миссис Сиротой и над всякими учеными господами, утверждающими чуть ли не связь социализма с дьяволом. Чтобы поддать жару в огонь, я сказал им, что и медицинское обслуживание бесплатное. Что тут началось? А я ехидничал и был доволен. Прошу заметить, что роман был написан диссидентом, вполне осознанно покинувшим Советский Союз. Я, конечно, понимаю, что бесплатное высшее образование — это вам не подгузники, но, как мне кажется, аргумент тоже ничего. Пункт 2. Совсем не внезапный. Бесплатная медицина. Сейчас в сети можно встретить немало манипулятивных материалов в духе «она не была бесплатная», «лекарства там просто так не давали», и вообще деньги на медицину — это просто недооплаченный труд работников. И это так. Только сейчас недооплаченный труд работников трансформируется в прибыли капиталистов. Их яхты, виллы, девок, наркотики и далее по списку. А тогда деньги шли на медицину.
Можно долго плеваться на то, что в СССР не было нынешних медицинских технологий, но это все равно, что критиковать Российскую империю за отсутствие атомных ледоколов. К слову о Российской империи. По сравнению с ней СССР ушел ох как далеко в плане здравоохранения для народа. 11 июля 1918 года СНК РСФСР принял декрет об учреждении Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. По своей сути, этот новый орган управления стал первым в мире министерством здравоохранения. А первым народным комиссаром здравоохранения России был назначен Семашко. Вакцинация и иммунизация населения, создание практически повсеместной сети больниц и поликлиник, создание медкабинетов на заводах, в учебных заведениях и так далее. Невероятное увеличение числа врачей на душу населения. Затраты на медицину в среднем под 5% от бюджета. И как результат, доведение средней продолжительности жизни в СССР до 70 лет. Ну а что там в США? Снова отсылаю вас к замечательному документальному фильму «Здравоохранение». Пункт 3. Рекордно низкие показатели социального расслоения. Кацы и прочие подобные Варламовы любят повспоминать о привилегиях партноменклатуры. И привилегии были, а равенства в финансах нет. Но посмотрите на график из работы экономиста Пикетти по вопросам неравенства. На протяжении существования СССР показатели расслоения были минимальными. Обратите внимание, как они падают в 20-е годы и начинают взлетать в конце 80-х. И обратите внимание на аналогичный график по США. Можно, конечно, с пеной у рта доказывать, что миллиардеры – самые классные люди и достойны своих денег, а можно просто отметить, что СССР добился более справедливого распределения благ, нежели США. Пункт 4. Отсутствие безработицы. Известно, что в 1930 году, когда США лихорадило от разворачивающейся Великой депрессии, а количество безработных ползло к 10 миллионам человек, в СССР закрылась последняя биржа труда. Просто за ненадобностью. Законодательно государство гарантировало занятость населению. И тут горестно вздохнули миллионы людей в России, оставшихся без работы на фоне пандемии и кризиса. Впрочем, работники работниками, а вот для некоторых блогеров такая система отнюдь не выглядит привлекательной, поскольку они при ней были бы попросту тунеядцами. Бонусом к безработице в СССР не было кризисов, если не считать финальный конца 80-х годов, связанные уже с переходом к рынку. Да-да, пока капиталистический мир с 1929 и все 30-е годы колбасило от спада производства, Советский Союз наращивал промышленное производство и повышал благосостояние, как минимум, городского населения. Пока капиталистические страны переживали топливно-энергетический кризис 1973 года, СССР лихо гнал нефть по трубам. Экономика работала иначе, механизмы распределения, ценообразования были таковы, что даже катастрофическая война не приводила к коллапсу и обнулению этой системы. Немного отвлечемся от социалки, поэтому пункт 5 – это антирелигиозная пропаганда и продвижение атеизма на государственном уровне. Да, Конституция США предусматривает свободу вероисповедания, но сами США являются сейчас и являлись в 20 веке страной с очень высоким уровнем религиозности. К этим религиозным чувствам апеллировали и многие американские лидеры, в первую очередь республиканцы. На этих же чувствах паразитировали, ведя антисоветскую агитацию и пропаганду. А в СССР вжаривали по религии так, что только в путь. В школах преподавался, например, научный атеизм. В общем, есть почему поностальгировать сейчас, когда имеется статья за оскорбление чувств верующих. Пункт 6. Сейчас будет реально неожиданно. Орбитальные станции. И тут кто-то спросит, мол, чё? Ты же обещал говорить о том, что ближе к жизни общества. Смотрите, у каждого в смартфоне есть приложение «Погода». Кто-то лазит на Гисмете и прочие сайты, чтобы одеться по погоде и выстроить планы на ближайшее время сообразно с температурой и осадками. Так вот, все это было бы невозможно без исследований, проведенных на советских орбитальных станциях, которые с начала 70-х годов регулярно функционировали в околоземном космическом пространстве. Я уж не говорю
говорю про биологические, астрофизические и прочие исследования. Американцы тоже, кстати, запускали свою станцию Skylab в 73-м. Но в 79-м она сошла с орбиты и разрушилась, так и оставшись первой и единственной орбитальной станцией США. Пункт 7. Национальное и расовое равенство. Начиная с первой Конституции РСФСР 1918 года и далее, на законодательном уровне последовательно проводилась национальная политика по расширению прав национальных меньшинств, развитию национальных культур и прочему. Пик пришелся на 20-е годы во время политики коренизации. Именно под крылом советской власти окончательно оформились даже некоторые нации, например, украинцы. Забавно, что параллельно в 1924 году в США был издан закон об исключении азиатов, который затруднял выдачу американского гражданства, например, японцам. Сегрегация в школах и прочих общественных местах была обычным явлением для США до конца 60-х годов. Да и до сих пор, как мы видим из последних событий, ситуация остается отнюдь не радужной. Впрочем, все, кто выступает против, это, конечно... опасное марксистское говно. Пункт 8. Отсутствие предпринимательства. Как мы видели, Максим Кац считает это минусом, а я плюсом. Как минимум, это было причиной низкого социального неравенства и отсутствия эксплуатации работников со стороны частников. А тем, кто думает, что без предпринимателей никаких новшеств, изобретений, никакого прогресса не будет, советую почитать книгу Марианны Мацукато «Предпринимательское государство», где она показывает даже не на примере СССР, а на примере капиталистических США, что именно государство было главным инициатором, спонсором и продвигателем прорывных технологий в 20 веке. Пункт 9. Гарантированная жилплощадь. Подробнее этот вопрос я разбирал в видео про Илью Варламова. Ссылка будет в описании и на экране. Тут же скажу лишь то, что ни одна семья, ни один человек не оставался хотя бы без комнаты в общежитии. Бомжей как явление просто не существовало. Дегенераты типа Варламова и Каца любят представить дело так, будто люди чуть ли не полжизни ждали квартиры. Но вот мы открываем книгу «Жилье. Рынок и раздача», автор Бессонова, смотрим на статистику и видим, что половина из вставших на учет получала квартиры за 2-3 года. Те, кто ждали по 6 лет и более, составляли всего 20% от общего числа. При этом, повторюсь, их не выбрасывали на улицу, не вынуждали снимать жилье. Они жили в предоставленных государством общежитиях. В 80-е годы уже почти 85% населения имели квартиры. И не надо вопить о том, что их нельзя было продать. Это тоже, кстати, плюс советской системы, ибо не создавался рынок недвижимости, не наваривались всякого рода вшивые риэлторы и так далее. А если нужен был обмен или расширение, то выдавали другие квартиры. Порой, если это жилье, например, от крупного завода, даже сразу. Все в том же ролике про Варламова я описывал, как и почему социальные многоквартирные дома в США гарантированно превращались в гетто и притоны. Почему от них и отказались в конце концов. А в СССР нет. Наконец, пункт 10 и заключительный. Уверенность в завтрашнем дне. Отчасти можно согласиться, что это несколько расслабило советский народ. Посудите сами. Образование дадут, работать буду, зарплату выплатят, цены будут стабильными, дети будут ходить в детсад, школу и на бесплатные секции, квартиру дадут либо сразу, либо через несколько лет. Но все же, если выбирать между психозами, депрессиями, загнанностью человека из современного капиталистического общества и расслабленной уверенностью в завтрашнем дне, то я, пожалуй, выберу второе. Согласитесь, что все, что я перечислил, все 10 пунктов, выглядят как-то глобальнее, чем колготки, подгузники и алкоголь. При том, что мой-то список можно было еще продолжать и продолжать. Но тут уже каждый решает, как говорится, в меру своей испорченности, что ему
ближе. Проблемы дисбалансов в производстве и потреблении, проблемы распределения и планирования в условиях мощных компьютеров, интернета, сетицентрических систем, в условиях перехода громадных корпораций по факту на плановую экономику решить в 21 веке уж не так сложно, как это было при советской власти. Поэтому новые попытки строительства социализма по марксистским постулатам уже не будут натыкаться на такие препоны, которые существовали в 20 веке. Так что будут и подгузники, и колготки, и кофе, и какао с чаем. Но разжижатели мозгов типа Максима Каца или там его друга Варламова, как ни в чем не бывало, продолжают свой беспруфный виртуальный крестовый поход против призраков коммунизма. Без ссылок, без данных, без цитат. Просто верьте той чепухе, которую они несут. Впрочем, если подобные персонажи хайпят на поливание грязью коммунизма, значит коммунизм — это хайпово. И это хорошо. С вами был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео и убивайте Каца внутри себя. До новых встреч!